Вы даете право на публикацию этого интервью? Да. То есть мы записываем, все это публикуем, и вы даете свои показания добровольно? Да. Правильно. Полная фамилия, имущество. Гришаенков Максим Станиславович. Число, месяц, год рождения. 21 июля 1997 года рождения. Место рождения. Село Новороссийское, Алтайского района, Республика Хакасия. Фактический адрес проживания полный. Московская область, Нарафаминский район, поселок Калининец, улица Армейская, строение 1. Общежитие в комнате. А в какой части вы служили? Первый танковый полк. Номер. Войсковая часть 58-198. Где вы учились, начиная со школы? Томский автобронетанковый инженерный институт. Не, начиная со школы. Сначала школа была. Ну, получается, в поселке Сизаев, Красноярский край, Шушинский район. Московская школа имени Ивана Ярыгина. Можете вспомнить классного руководителя имя отчества? Да. Как? Белозерова Ирина Николаевна. Можете вспомнить фамилии, имена нескольких своих одноклассников? Да. Россияне не верят, что вы из России, пожалуйста, по возможности. Зайцев Олег Андреевич. Педрик Владислав Сергеевич, допустим. Мгм. Хорошо. Значит, далее вы учились, где вы сказали? В Омском автобронетанковом инженерном институте. Кто там у вас начальник курса был? Или командир ваш? Майор Казаков. Майор Казаков. А там несколько одногруппников. Можете вспомнить? Так, Сокурсников. могу. Допустим. Любых, все равно. Вегель Дмитрий Сергеевич. Там, Кравцов Александр Сергеевич. Ну, достаточно. Окей, хорошо. Как вы попали в Украину? Ехали, ну как, Какого числа? 24 числа заехали на территорию Украины. Ну, как бы под предлогом, не знаю, или как доводилось, просто проехать до Киева и якобы свергнуть то, что тут, какой режим тут в Украине. Вам все-таки доводилось, что вы едете на территорию Украины? Ну, по факту нам не доводили этого. Это Но- мы уже сами потом поняли, когда заехали на территорию Украины. То есть Нет, мы ну сначала... вы говорите, доехать до Киева, свергнуть режим, да? Ну, это мы курсировали сначала по территории Российской Федерации, Правильно. а потом уже когда заехали, все вот уже увидели, потому что мы границу пересекли, и тогда уже начали вопросы, целью вообще, зачем мы сюда едем. Так. Ну, сказали так, вскользь. Вскользь сказали, что Путин сказал, что денацификация и свергнуть режим, в Да, который режим. затесались нацисты, я правильно? Да, Или- такая вот идея была, что вот, тут режим как бы нацисты, тут фашисты. Вот. Да, понял. Да. Как вы себе представляли этих нацистов, фашистов? Может, поименно вы их знали? Никак не представлял даже, как бы вообще, в принципе, в голове, как вот, тут какие нацисты. Зеленский похож на нациста? Зеленский нет, как бы среди вот, жителей Украины я вообще, в принципе, не видел ни нацистов, ни бандеровцев. Даже вот, допустим, взять тот же самый 14-й год, я, даже не понимал, какие могут быть нацисты, когда вот Донецк и Луганск. Если вы говорите, что вы не видели, вы же как-то себе представляли, у вас был образ, что вот это вот бандеровец? Вообще не было никакого представления сам. Ну, вы говорите, я не видел, значит, вот Свастики на них должны быть нарисованы, форма еще чего-то. какая-то, там, усы, там, оселедец, еще что-то. Не знаю. Вот реально, я не мог себе этого Вы представить. сами сказали просто бандеровцы и нацисты, соответственно, у вас должен быть какой-то визуальный в голове там. Мы не можем ни у кого допытаться, просто как вы себе их представляли. Так потому что никак себе их не представляли. Вот, я даже не задавался себе вопросом, как выглядит они, в принципе. Мгм. Я понял. Но вы же не рядовой, правильно? Вы же офицер. Ну да. Должность? Заместитель командира роты по вооружению. Старший лейтенант? Лейтенант. Лейтенант. Заместитель командира роты по вооружению. Вооружению, да. По вооружению. Какой у вас был функционал при заходе в Украину? Что вы Следить за технической эксплуатацией техники чисто и все. Какой техники?
танки. Танки. Ну, я вот чисто вот, ну, проверить заправку, как правильно оформляют. Ну, А вы осуществляют заправку танков, все. как долго вы отслужили до этого вообще? Ну, получается, в 2020 году, в середине года, ну, 1,5 года, можно сказать, я в войсках. То есть за 1,5 года вы, получается, получили достаточную квалификацию для того, чтобы контролировать колонну танков, или как я понимаю, я правильно понимаю? Или я что-то путаю? Ну, допустим, неисправности какие-то там устранить, допустим, если там сломалось что-то на танке. И много ли вы устранили неисправности? Нет. Ну, у меня квалификации как бы не сильно уж много было. Как вы говорите, 1,5 года. Ну, Ну, 5 лет военного института и потом 1,5 года в ну, у армии. меня больше теории было, как бы на практике я этого ну, не осуществлял ремонтов или еще чего. Ну и как часто во второй армии мира ломается техника? Ну, довольно-таки часто. Ну, вот статистика какая-то. Выехала. Сколько у вас колонна была? Ну, вроде у меня 10 танков было. 10 танков. Все 10 танков доехали? Нет, Сколько не доехало? 8. Не Из доехали? 10? По, какой, Из 10. по каким причинам не доехали? А основная причина, ну, это сход просто с трассы был и застревание. То есть это когда вы теряли технику, потому что она слетела с трассы? Да, и- ну, застревание, она выехать не могла своим ходом. Ну, а вытянуть другими. Ну, колонну просто продвигали и все. Ну, не вытягивали. То есть бросали технику. И ехали вперед. А вместе с техникой бойцы оставались или как? Или- Да, экипажи оставались. И что они должны были делать в этой ситуации? Как-то своими силами пробовать устранить, ну, если неисправность какая-то. Или просто, ну, для охраны, то есть дождать эвакуации. Итого, сколько вы времени ехали по Украине? 3 дня получается. И за 3 дня вы, не вступая в бой, потеряли 8 единиц своей роты? Да. То есть это сколько вы километров проехали? Ну, километров 120 примерно. За 120 километров. За 120 километров из 10 танков осталось 2. И что с ними было дальше? Ну, Ваш, я так понимаю, на ходу был. я не двигался в колонне танков вообще. А вы А. ехали. Я в самом конце вообще ехал, ну, на колесной технике, куда место, где было, туда. Ну, вот вы всё. проезжаете один танк, который стоит. Что вы говорите? Ладно, стой. Или как? Ну, там уже решение командир роты принимал, либо командир батальона. А, то есть вы сами Оставь. решение не принимали. Я нет, я Ну и не. какое решение всегда принималось? Ну, как бы, чтобы не тормозить колонну, оставляли просто там, Танки людей оставляли. да. Дальше ехали. 3 дня 120 километров. Нам говорили скорость 72-го танка 50 Ну, километров в час. Потому что ехали по полям в основном, и, ну, не было такой большой скорости, как я так понимаю. А я так понимаю, что они еще и кружеляли там нормально. И кружили, да, много по полям. Кружили, потому что... Почему? Ну, как мое мнение, ну, из-за того, что не было конкретных задач, даже те же самые командиры батальонов не знали конкретных задач и маршрутов движения просто. То есть вы типа выехали, проехали, остановились, а теперь что? Поехали туда? И так и поехали туда. Так, вы- Ну, вроде того. На обум просто ехали. а? На обум ехали. На обум ехали. Хорошо, дальше что случилось? 3 дня катались, потеряли 80% Состава, да, состава. дальше. Да. Ну, дальше я двигался, получается, на топливозаправщике всю дорогу. За рулем, да? Как? Нет, на пассажирском. Ну, у меня... Прапорщик, да. Нет, за рулем у меня был солдат, контрактная служба. Мгм. Солдат хоть жив остался? Да, солдат жив остался. Он в плену сейчас или он еще и где он? Ну, на тот момент я его как бы посадил в КамАЗ, ну, в другой. Мгм. Ну, и они как бы, мы развернулись на технике и поехали назад. А, ну, понятно. А с какого района вы заехали? С Белгородской области. С Белгородской области, это тоже в Сумы, да, получается? Да. Ну да, это Сумская область. Ты когда осознал, ну ты же уже знал, 3 дня ехал, почему вы продолжали выполнять преступный приказ? Ты как офицер уже осознал. Или, может быть, вы не считаете, что это был преступный приказ? Вы вторглись в другое государство. Просто, ну, допустим, взять и остановиться и развернуться, как бы, ну, тоже не представлялось возможным. Ну, так как это у нас, допустим,
Ну, Ну, мы же люди военные тоже. ну, у вас в уставе написано, что военнослужащий может отказаться от выполнения заведомо преступного приказа. Есть такая статья? Есть такая статья, но дело в том, что изначально, когда... Нет, давайте без изначально. У вас есть такая статья, такое право? Тем более вы не рядовой сержантский состав. Нет, такого права нет, по-моему. Вот. Как это нет? У вас это прямая норма. Слушай, ну ты Ну, хочешь это поспорить да, о их не уставе. хочу. Да, и что дальше было? Вы решили продолжить воевать, ехать, вы уже знали, что вы на территории чужой страны, вооруженные силы, вы едете дальше. Что было? Ну, попали в засаду просто и все. И начали уже уничтожать колонны. Сколько в бой было техники с вашей стороны попало? Ну, это были колесная техника, которой я двигался колонной. В основном. Ну, сколько единиц? Ну, единиц 10 где-то в колонне было. А танки были? Танков не было уже у меня в колонне. И судьба этой колонны вашей? Ну, 3 машины развернулась и поехали обратно. А остальные все? Остальные 7 остались, ну, на дороге. Подбитые, там, да. Кого-то колеса прострелили, то есть остались машины просто. А людей собрали ваших? Да, людей собрали, как бы, ну, загрузили в машины и поехали. А вы как получилось остались? А я, получается, просто, ну, на топливозаправщике был солдатом своим. Да. А подразделение колонны, в котором мы, ну, то есть моя колонна танковая ушли вперед, Да. ну и получилось так, что мы затерялись вообще в колонне другого полка. Ну, то есть вот колонна другого полка, они просто развернулись и уехали. И вы, ну, я пытаюсь понять, вы остались один с солдатом в поле. Ну, просто в тот момент, ну, у меня еще личное оружие, допустим, было в топливозаправщике. Я как бы вернулся его забрать, ну, пока это все забирал, они уже развернулись, уехали, ну и все. И Я, дальше что? по сути, остался один и, ну, А пошел солдат по... куда делся? Я его отправил в машину, он сел хорошо, уехал. я понял. Ну и дальше И что? я как бы по лесам, по полям пытался, ну, найти свои, может, подразделения, потом понял, что Один. бессмысленно, да, Сколько ты ходил? 3 дня, Что кушал? ничего. Прямо вот все говорят, что по 3 дня не едят. Нет, серьезно, 3 дня Все без 3 еды, дня без ходят. Это еще мороз был. Ну, Вы мокрые все, голодные. Было холодно, голодно, да. Веса у вас килограмм. Хорошо, На вскидку дальше 50. что было? Ходил, Ну. устал ходить, и что? Ну, уже от безысходности как бы понял, что мне деваться некуда. Вышел к населенному пункту и ну, я понимал, что я вот сейчас еще буду тут стоять, ну, кто-нибудь да заметит и сдамся. Ну и кто тебя заметил, и как это произошло? А гражданский. 1-2 человека. Ну, расскажи, как это было за 1 минуту, чтобы я не расспрашивал. Ну да, это вытягивание. Ну, Ну, вышел в населенный пункт, впереди меня женщина была, как бы я вот, ну, оружие убрал все, чтобы не напугать Мгм. с Да. виду. Ну, и все, как бы, и вот стоял возле дороги, сидел. Там подъехала буханка, ну, Мгм. там гражданские вышли мужики. Ну, и я все, сдаюсь. Сказал, как будто оружие разряжено. Что, били? Нет, Не били? нет, Ты отдал оружие, бронежилет, да. и тебя отдали потом уже в полицию нашу. Да, в СБУ, там, ну, в ссылку, все. Мгм. Есть в тебе какое-то внутреннее раскаяние или ощущение собственной вины? Или что? Только честно. Вот давай, честно. Честно, Да. есть. То, Какое? что- И за что? Вот, за что раскаиваться? За что? Да. Ну, за наше командование, то есть то, что я, в принципе, по сути, тоже мог кого-то и убить в этой компании. Все-таки вы признаете, что все-таки могли и убить. Что- и, да, что всё. могли. По вашему рассказу вы планировали убить, потому что вы не сдались, вы пошли искать своих, вы вернулись за оружием. Если бы вам не надо было оружие, вы бы за ним не Нет, возвращались. дело в том, что оружие я забрал чисто, ну, это личное оружие, за которое я тоже несу ответственность. Ну понятно. И за него я могу получить, допустим, Ну, у себя понятно. Я дома срок. набираю.
Да, давай. То есть там нету, да, никакой информации? Ну, понимаешь, нам никто не скажет, я думаю. Мгм. А как по новостям говорят там? То, что По там, поводу? ну, по поводу того, что Россия там воюет на Украине. Я не понимаю вопроса. В чем? Какой вопрос? Ну, допустим, вот по новостям вам рассказывают то, что там, ну, российские войска там мирных жителей убивают на Украине. Не говорят Ну, такого? такого нету. Что мирных жителей убивают, нет, не говорят. То есть в новостях вообще молчат, да? Что еще раз заикнулся? По новостям молчат, да, в этом направлении? Ну, блин, я не могу тебе сказать, потому что я новости не смотрю. Я стараюсь не смотреть, потому что я расстраиваюсь очень сильно из-за этого. Ты же знаешь, что я не смотрю новости, у нас даже телевизор не работает, поэтому я ничего не могу сказать. А интересно, вам русские новости показывают? Ну, там тоже как бы из этих новостей ничего толком ты не извлечешь. У них-то по новостям все хорошо. Расскажи про ролик, про правду. Я просто к тому, что я так понимаю, вам украинские новости показывают, а русские? Да, ну и русские тоже показывали, как там Путин и Лавров говорят, то, что, ну, как бы, все нормально, там, высокоточным оружием бьют, там, мирных людей, они никого не убивают, там. Хотя по факту тут Ну, наверное, города, вот города новости. разваливают просто с мирными жителями. Наверное, так и звучат новости. Видишь, еще раз, я стараюсь не следить, меня это очень сильно расстраивает. Окей, давайте без новостей. Можно вопрос? Или, ну, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, я даже, кажется, знаю, кто вы. Меня Владимир зовут, да. Да. Можно вопрос вам? Я поняла. Без новостей. Да. Основываясь на самой элементарной человеческой логике. Ваш муж сейчас в плену в Украине? Да? Ваш муж зашел сюда как вооруженные силы России? Ну, я предполагаю, что да, я не знаю чего. Вы можете подтвердить или опровергнуть, что вы зашли сюда как вооруженные силы Украины, в составе вооруженных сил Украины? С оружием в руках. Опровергнуть нет. А? Нет, опровергнуть. Нет, подтвердить вы можете, Ну, чтобы вот жена вас услышала? Ну, жена-то знает, что я... Не, она говорит, я не уверена. Да, ну, Извините, но я не слышу вас. Еще раз, можно как-то все почетче? Ваш муж вам сейчас скажет, как кто он сюда зашел, окей? Хорошо. то есть мы на Украину зашли, ну, с оружием, с боеприпасами, со всей. Провизией, допустим, для того, чтобы вести боевые действия тут. Отмотаем еще раз. Ваш муж зашел в Украину в составе вооруженных сил Российской Федерации. Я не понимаю, чего от меня хотите услышать. Он это сказал, значит, так и было. А у меня такой информации нету, потому что своего мужа я отправила в командировку. Не, я понял. В Ну, составе кого и как он туда зашел, я вам не могу сказать. вы ему верите? Я ему верю. Окей. Значит, ваш муж в составе вооруженных сил Российской Федерации зашел в суверенное государство Украины. Без новостей. Как вы думаете, что он здесь делал? И зачем он сюда зашел? Как я понимаю, что их отправили в некий, слово забыла, как это называется, марш или что? Он ехал в составе колонны. Да. И как я понимаю, точной информации, для чего это, у них не было. Не, Ну, вот это я понимаю. я понял, все верно. Вы все верно понимаете. Только здесь речь не о том, какая у них была информация, а речь о фактах. Речь о фактах. Давайте я вам просто спрошу уже, да, чтобы долго не затягивать. Российская армия вторглась в Украину или нет? Но она заехала на территорию Украины, да. Ну, то есть... как бы это все и так это знают. И ваша, и наша сторона об этом знает. Да. Так, я не знаю, что показывалось где в каких новостях, но если чужая армия вторглась на территорию суверенного государства, то, значит, наверное, они осуществляют агрессию против этого государства, правильно? Ну, не просто же так они сюда приехали. Не факт. Хорошо, давайте подумаем, с какой другой целью они могли сюда приехать.
если не с агрессивной? Мариуполь. Для защиты? Для защиты кого и от чего? Как было объявлено, для защиты мирного населения. Так. И для уничтожения военных объектов, а не мирных жителей. Так. А Так, кого и от чего защитили? извините, я вам тут не могу сказать. 4 города вы сравняли. Девушка, я, конечно, очень сильно прошу прощения, ну, да, у нас 4 города с землей сравняли. То есть с новостями, без новостей. То есть я не знаю, что вы там смотрите. Я, например, тоже новости не успеваю смотреть. Ни российские, ни украинские. Но в Украине сравняли с землей 4 города. Миллионники. Да, миллионника. Ну, в целом договорите, потому что я не вижу особенного смысла в этом разговоре. Прокомментируй, что здесь происходит своей супруге, потому что она не понимает, что происходит. Вы пришли защищать. Да я уже не раз говорил о том, что... Ну вот поговори с ней, расскажи, что... Мы же как бы ничего не этого, да? То Ну, есть, это просто вы сейчас спросили у него, какая, изначально как бы по новостям не доводилась информация. не, Ну, да, это расскажи вы про спросили про про новости. Харьков, Я про про новости Мариуполь. ничего не спрашивал. Расскажи про Харьков и Мариуполь. Ты же знаешь, что там. Ну, я уже рассказывал, что Харьков, Мариуполь, Херсон просто бомбят там ракетными ударами, авиацией. Города просто сравнивают с землей и все. Не разбирают, кто там мирные или военные даже. Ладно, на Да, канале на вот безусловно. этом вот сможете посмотреть. Да, и это там, Да, я поняла. смотри, в телеграм-канале есть, группа вот Завтра эта, это видео будет. ищи своих. Можешь посмотреть там, или сказать кому-нибудь, если кто еще не знает. Местонахождение там, может, найдет кто-нибудь. Хорошо, родной. Все. У тебя все нормально, то есть, да? У тебя все нормально? У меня все хорошо. Ты в безопасности? Ну, не совсем. Тут, то есть, Расскажи, почему. хватает тут своих бомбардировок, которые, недалеко от нас также падают ракеты, снаряды, это все. Так что, как бы... Что вам говорят? О том, что война должна прекратиться как минимум. Чтобы и мы в безопасности были, и уже мирные жители перестали бояться. И, то есть, Как сказали, хватает своих бомбардировок, как будто это вы сейчас сидим и сами себя бомбим здесь. да нет. Вашего мужа сейчас может разбомбить вместе с нами, журналистами. Ну, то есть, да. Я вас не слышу. Вы можете говорить Да, поближе к телефону, пожалуйста? я говорю то, что могут как бы, бомбами, вот наши же войска, да, также могут и нас накрыть, то есть всех тех, кто военнопленные здесь сидят, журналисты, там, работники, также мирные жители вот, Украины, типа то, что в раз могут наши войска также накрыть. Про это я говорю. Я поняла, я тебя услышала. А так все хорошо, не переживай. Маме позвони, скажи, что все хорошо. Хорошо, конечно. Все, давай. Я тебя люблю, целую. Я тебя люблю. Пока. Вы можете объяснить этот феномен, или феномен, если хотите? Как так? Они думают, что вас под дулом автомата заставляют это все говорить сейчас, да? Да нет, наверное. Ну, вам, не то, что вам, а вот вы говорите своей жене, а она будто... Да-да, хорошо. Да-да, я поняла, милый. Окей, да-да-да-да. Ну, типа, ты должен так сказать, ты же так и сказал. Вот, какой-то такой разговор. Вы не находите? Или это мне так просто показалось? Ну, я не знаю, может быть. Мы вас принуждали к разговору? Ну, нет, добровольно же. Окей, ладно, хорошо. Что вы можете передать в Россию там ребятам, которые традиционно, которые сюда направляются и отправляются? Могу сказать одно, то что сейчас я понимаю, что тут происходит на самом деле. То, что если вам там и говорят уже для освобождения, может быть, там, не знаю, своих войск, вывода какого-то, не знаю, какие вам там предлоги могут сказать, не слушайте это. Тут всего лишь-то надо просто не заходить больше на территорию Украины, если будет такая возможность, вывести войска и просто, как, не знаю, наше правительство уже,
чтобы рассказала правду всему нашему народу российскому. Не, ну я поражаюсь, если честно. 4 города с землей сравняли. Сколько сел? Да, Вот это вообще даже не посчитать. да, вообще считать невозможно. Сколько уже разрушений, сколько смертей мирных людей. А на вопрос, кого и от кого освободили или пришли освобождать, ответа нет. И каждый говорит, я политикой не интересуюсь, в новостях не поймешь, что говорят. Но у нас просто общество в России аполитическое. просто. Так а при чем здесь аполитическое или аполитичное? При чем здесь это? Вы Если в плену. есть очевидные данные, вы в плену, города в Украине разбомблены, российская армия в Украину зашла, мы никого не звали, нам здесь ничего не надо было, мы никого ни о чем не просили, вы зашли. Это ж Путин вас сказал, мы вам покажем, что такое денацификация. И стирается с лица земли Украина, и ответы из России не поймешь, что где какие новости, по каким новостям говорят. Какие хренам новости, если есть факты, объективная реальность. Я политикой не занимаюсь. Сюда, вырубай.